Всем привет, дорогие друзья, на канале Paymaker. С вами, как всегда, я, Михаил. Приглашаю вас прослушать рубрику «История персонажей» из игры Mafia 2 Definitive Edition. Сегодня расскажу про Эдуарда Эдди Скарпа. Эдуардо Эдди Скарпо, один из ключевых персонажей игры Mafia 2 Definitive Edition и DLC «Приключения Джо». Младший босс в семье Фальконе, менеджер ресторана «Мальтийский сокол». Поскольку он правая рука Карла Фальконе, Эдди иногда сам выполняет работу, но обычно поручает задания солдатам семьи. Эдуардо Скарпа родился 4 ноября 1908 года в городе Чикаго, штат Иллинойс. По другой версии, Эдди родился в городе Тамбора в Канаде, в семье мафиози Сичилио Скарпы и Лизы Рубины. С ранних лет Эдди связывался с организованной преступностью. Впоследствии, переехав в город Эмпайр Бэй во время сухого закона в 1920-1930 годах, он нелегально перевозил спиртное в Эмпайр Бэй из Канады, за что 4 года отсидел в тюрьме. Тогда же, во время перегона спиртного, Эдди познакомился с Карлом Фальконе и Джекосом Оливеро. В Эмпайр Бэй Эдди вместе с Карлом работал в семье Моретти. После гибели Дона семьи Томмазо Моретти новым доном стал Карло Фальконе, переименовав семью в честь себя. Своего друга Эдди он сделал своей правой рукой. Спустя какое-то время Альберто Клементе жестоко убивает мужа кузин Эдди, Сильвио Пальмери, из-за возможной связи с Фальконе. Скарпа хочет узнать, куда пропал Сильвио. С этой целью он знакомится с Фрэнки Потцо, агента ФБР, внедренным в мафиозный круг города. Прочитав полицейские записи, Эдди подозревает в найденном обезображенном трупе, обнаруженном в доках своего родственника. После помощи Фрэнка Эдди убеждает в том, что именно Клементе причастник к гибели Сильвио. Чуть позже Скарпу заинтересовала деятельность банды Эрика и бомбистов, и он просит Потца организовать сделку с ними в целях добычи информации. Несмотря на то, что источник поставки наркотиков был вычислен с семьи, Фальконе продолжал покупать наркотики фальшивыми деньгами и продавать ее. В письме к Фалькону Потца заявил, что Эдди продает наркотики проституткам и хвастается что убил человека среди бела дня. Однако, как оказалось, это всего лишь клевета. Фрэнк разрабатывает очень рискованный план, учив взрыв в машине Фальконе. Но перед этим его разоблачают солдаты Фальконе. Он безысходно сыпется убивать свидетелей. Ему удается даже повесить всех собак на уже покойного водителя Фальконе Альберто Гроссано. Казалось бы, это все посади, но это не так. Эдди и Джо показалось, что тут что-то не так. Узнав, кто расплачивал бордель фальшивыми деньгами, а также кто убил Берто и был тот самый крысой, Эдди врывается в квартиру Потца и избивает агента до смерти. Его труп Эдди спрятал в багажник своей машины. Что стало с Эдди после боя в планетарии, неизвестно. По официальной иерархии семьи Мафия от Хангар 13 он остался жив после уничтожения семьи Фальконе. Возможно, он присоединился к семье Винчи. А если вы хотите узнать о разных раздачах на разных площадках, или вот на приложении iOS и других разные промокоды, разные игры, разные площадки, разные халява, то присоединяйтесь к моей группе «Ну просто халявы». Ссылочка находится в описании данного видеоролика. Тут каждый день модерация данной группы, в том числе я лично, вас радует разными халявами. Уверенный в себе человек, который способен легко втираться в доверие людей. Один из самых опасных людей не только в семье Фальконе, но и во всем Эмпайр Бэй. Эдди Скарпа жизнерадостный антисоциал, имеет слабость к алкоголю, любит находиться в окружении полуголых девиц и шутить. Карл втайне считает Эдди обузой из-за плохого скрываемого алкоголизма. Как и Генри Томмазино, является постоянным посетителем борделя Кошкин дом. И Эдди арестовали за контрабанду алкоголя несколько раз, в связи с тем, с чем ему пришлось провести 4 года в тюрьме. Из-за своего алкоголизма он несколько раз находился в состоянии тяжелой депрессии. Эдди выступил в роли капитана для Джо и Вито, помогая им подняться по криминальной лестнице в семье Фальконе. Знал ли Эдди о планах Карла по убийству Вито, в конце истории неизвестно, но скорее да, чем нет.
любит, когда к нему обращаются как к мистеру Скарпе, и предпочитает, когда его называют Эдди. Это было показано в главе «Наш друг», когда он знакомится с Генри Томазино. Ролик с закапыванием тела Фрэнки Поттса является отсылкой к фильму «Славные парни», где трое бандитов закапывают тело Билли Боттса. В английский трейлер Mafia 2 Definitive Edition Эдди был озвучен другим актером. В самой игре он озвучивает Джо Ханна. Возможно, что после смерти Карла Фалькона он не стал Доном, а ушел в тень, или же перешел к семье Винчи. Эдди является одним из символов игры Mafia 2 Definitive Edition наряду с Вито, Джо и Генри. В 7 главе выясняется, что любимый певец Эдди Дин Мартин. Можно услышать по радио, как они с Джо, будучи пьяным, подпевают его песни «Вернись ко мне», которая в русском дубляже осталась непереведенной во многих версиях игры, хотя есть и исключения. Несмотря на то, что он является итальянцем, он плохо знает итальянский язык. В 7 главе, когда они вместе с Джо начали петь песню «Вернись ко мне», и Джо произносит фразу «Это лучшая часть», Эдди ответит «Ну, не знаю я итальянского». Хотя это может быть лишь результатом сильного алкогольного опьянения. Скарпа переводится с итальянского как «башмак». Примечательно, что в Италии существует обувная компания под названием «Скарпа». Поразительно похож на Никола Саркози, бывшего президента Франции, в отличие же игрового процесса лишь в более плотном телосложении и в прическе. Один из немногих персонажей итальянцев, кто родился в США, в случае с Эдди, возможно, и в Канаде, и не в городе, где проходит действие игры. В 7 главе, если Вито выйдет из машины в то время, как Эдди поет, тот ему скажет: «Вито, тебе что, не нравится, как я пою? Ладно тебе, садись, больше не буду», и прекрати свое пение. В той же 7 главе, во время поездки вместо закапывания Фрэнки Поттса, Эдди начнет тошнить, и он попросит остановить машину. Если его не послушает, то Эдди выйдет и спрожит содержимое своего желудка прямо на тротуар. Однако, если проигнорировать просьбу Эдди, то его стошнит прямо в салоне машины, что вкупе с трупом запахнет и за багажника доставит дополнительные проблемы для всей компании. Очень часто носит светло-бежевый костюм, такие же, что и на Джо в ранних артах игры. Однако в трейлере «Рождественская исповедь» Эдди и Джо уже одеты в одинаковый костюм. Возможно, эти разработчики хотели показать, что Джо пытается брать пример с Эдди, а Вито в черных костюмах с Генри. Судя по концепт-артам в приключении Джо, Эдди должен был носить синий костюм. Желаете меня поддержать? Не забывайте подписываться на мой буст. Вы увидите мои слезы, мои огорчения, просто веселый, прекрасный контент неудачных фейлов моментов. Ссылочка находится в описании данного видеоролика. И на этом история про Эдуарда Эдди Скарпа из игры Mafia 2 Definitive Edition подходит к концу. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте план действий, который видите прямо на ваших экранах, а именно лайк, колокольчик и подписка на канал. С вами был Михаил с канала Пайкмейкер.